Мы часто с вами недооцениваем, до какой степени отношения российского общества и государства строятся на том, чтобы обе стороны старательно друг друга не замечали. А точнее, насколько делают вид. В частности, на этом принципе строилась вся налоговая система еще при раннем Путине. Государству в этой системе совсем не интересно бегать за каждым отдельным гражданином и пытаться получить с него какие-то деньги. Раньше государству, в общем-то, было без разницы, как граждане до определенного предела обогащаются в частном порядке. Ремонтируют автомобили в гараже за наличные, рисуют сайты за WebMoney, квартиры сдают, что-то покупают и перепродают, как-то крутится. До определенного момента российское государство в этом отношении вело себя достаточно разумно. Оно прекрасно понимало, если прийти к учительнице, которая зарабатывает 30 тысяч в месяц, с вопросами о налогах, с ее подработки репетитором, начнутся вопросы, а что это у учительницы зарплата 30 тысяч? Почему ей в принципе нужно подрабатывать? Государство понимало, если слишком активно начать интересоваться, откуда у людей деньги берутся, как безработные себе автомобили покупают, если навести налоговую дисциплину западного образца, то граждане тоже что-то почувствуют и начнут задавать вопросы, куда деваются их деньги, кто ими распоряжается, как своим кошельком и почему. Бегать за каждым сантехником, пытаясь стрясти налоги с 1000 рублей за починку унитаза, это сложно, дорого и политически опасно. С другой стороны, сантехник эти деньги не съест. Он пойдет в большой сетевой супермаркет за едой, где уже его и поджидает НДС, который наш сантехник не замечает, зато напрямую пополняет им федеральный бюджет, а вопросов не задает. Из-за того, что бремя уплаты зарплатных налогов и всех социальных взносов, включая медстраховку, лежит на плечах работодателя, люди получают уже очищенные деньги и часто просто не знают, сколько у них зарплата брутто до налогов. Из-за того, что самые важные налоги происходят частично из недр, а частично из потребления, но не с доходов, из-за того, что государству гораздо проще и дешевле получить один налоговый платеж по НДС от «Магнита», чем гоняться за чьими-то нетрудовыми рублями, из всего этого рождается идеальный формат отношений авторитарного государства с гражданами. У государства есть свои какие-то деньги, которые откуда-то берутся. Оно должно выполнять какие-то функции за эти деньги. Строить дороги, платить пенсии, содержать школы и больницы. Но оно никому за эти деньги не подотчетно, и уж тем более этими деньгами никому не обязано. В пандемию 2020-го у нас даже никакого особого возмущения не было тем фактом, что государство никому ничего не заплатило, объявив вместо карантина нерабочие дни за счет работодателя. Ведь от государства никто ничего и не ждал. Работал договор. В одной его части деньги в кармане гражданина – это его деньги, они не государственные. А в случае чего, а случается у нас регулярно, то кризис, то война, государство не особо препятствует тому, чтобы каждый выкарабкивался как умеет. Умеешь айфоны из Дубая на Авито перепродавать? Ну и перепродавай себе на здоровье. Гражданин не спрашивает государства, с другой стороны, почему у министра с зарплатой 20 миллионов в год дворец за миллиард? Зачем профукали $500 billion за 4 года войны? А государство не спрашивает у гражданина, где тот берет деньги на жизнь и дает ему некоторую свободу в низовой активности. Так оно было всегда. Но очевидно, что бюджетные перспективы на Новый год и далее настолько грустные, что государство решило искать деньги везде. Даже там, где никаких значимых денег не найти. Зато можно легко разрушить людям всю модель приспособления к военным временам. Просто побесить их на ровном месте. Это довольно большая интересная тема. Сегодня о ней поговорим. Только прежде чем начнем, как обычно, в описании у нас собраны способы по обходу российских блокировок, чтобы WhatsApp звонил и YouTube не тормозил. Мы эту инструкцию регулярно тестируем и обновляем. У этого дела есть спонсор, это MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с которыми вы можете тратить крипту, как обычные деньги. Ссылка на сервис, как и инструкция, в описании. Обсуждаемая в этом всем контексте тема – резкий рост утилизационного сбора. Мы об этом говорили, но вкратце напомним. Раньше вы могли ввести автомобиль с объемом двигателя до 3 литров по льготному утильсбору – 5000 рублей и все. С 1 же ноября коммерческий утильсбор будет покрывать любые автомобили мощностью от 160 лошадиных сил, и заплатите вы за него не 5000, а когда в 100, а когда в 200, а когда и в 300 раз больше. Люди по этому поводу вполне закономерно возмутились. Ведь индустрия неофициального автоимпорта расцвела не от хорошей жизни, а наоборот. Расцвела от того, что государство людям испортило жизнь.
Это пример, может, он не всех касается, потому что речь все-таки о довольно дорогих автомобилях, но он очень показательный. Об этом как-то забывается, но автомобилисты за последние 3,5 года сильно потеряли в качестве жизни. В 19-м, даже в 20-м году ты просто шел в салон официального дилера, хочешь Форда, хочешь Мазды, хочешь Мерседеса или БМВ, хочешь на свой страх и риск поэкспериментировать с китайцами, можно к ним. Выбирал там машину, какая нравится и по карману, получал хорошие условия кредита от карманного банка-производителя, платил рекомендованную цену, благодаря локализации производства плюс-минус столько же платил, сколько платили американцы, европейцы или японцы у себя дома, и получал машину. С точки зрения мировых автопроизводителей, Россия была рынком, за который нужно бороться. А русский человек – потребителем, которому нужно угодить. Которому положены скидки, подарки, промо-акции, специальные варианты комплектации, адаптированные под российские условия. До начала войны тебе были доступны все преимущества цивилизованного авторынка. Покупая автомобиль, ты не только получал саму железку, ты вступал в отношения с автопроизводителем, для которого ты был важным клиентом. И если что-то шло не так в рамках гарантийного периода, рассыпалась коробка, отвалилась проводка, загибала клапана, эта проблема становилась головной болью для производителя, а не для тебя. Все-таки из всех товаров массового спроса именно для автомобилей наиболее критичны гарантия и послепродажное обслуживание. Современный автомобиль – сложная штука. Брак может вылезти когда и где угодно и стоить очень неприятных денег. При этом современный автомобиль – это тебе не смартфон за $200, который в случае поломки можно легко и заменить. И не «Жигули» 70-х годов, которые вполне себе чинились с помощью кувалды и такой-то матери, и стоило это бутылку водки для соседа-механика. Теперь же очень хорошо бы вместе с ключами от новой машины получить какие-то гарантии. Что тут изменилось с начала войны? На первых порах было модно хвастаться. Дескать, нам все ваши санкции вообще нипочем. Мы завезем машины так-сяк, наперекосяк, нарисуем транзит через Казахстан, начисто выгребем все трехлетние автомобили из Южной Кореи и с ног на голову перевернем местный авторынок. Перепрошьем компы у мерседесов и заставим их думать, что Челябинск – это Гамбург. Простодушным европейцам нас не перехитрить. Это все прикольно звучит, и надо отдать должное. Порой гордость берет за смекалку нашего человека. Но на деле же это все просто хвастовство, причем довольно инфантильное. Правда в том, что это не лихой обман системы, а способ приспособиться к плохим временам. Вы покупаете трехлетнюю корейскую Audi по цене заметно выше той, за которую она в 2021 году новая в салоне предлагалась. С точки зрения производителя, вы никто и звать вас никак. Он вам машину не продавал, гарантию не предоставлял. Никакого послепродажного сервиса, никаких обещаний, что заявленные опции будут работать. Ничего такого. Да, очень не бесплатно можно заставить Мерседес думать, что он в Гамбурге. На случай чего, к кому вы обратитесь? Если у вас блок управления двигателем сдохнет на первых 3000, если коробка крякнет, вы пойдете жаловаться к воображаемому официальному дилеру на воображаемой карте Гамбурга, что ли? С точки зрения Мерседеса, у вас этой машины вообще быть не должно. Любая с ней проблема – только ваша проблема. Как покупали, так и чините. На самом деле, весь этот невероятный взлет неофициального импорта автомобилей – это чисто байка о том, что Россия успешно переживает санкции. Причем не Россия как государство еще и. Ну ладно, сейчас об этом всем подробнее поговорим после объявления о нашей новой отличной книге. Мы открыли предзаказ первого тома нашей книги о Второй мировой войне. Вот она у меня в руках. Эта книга основана на сценариях моего сериала о Второй мировой, который выходит на этом канале уже 2 года. И за это время собрал десятки миллионов просмотров. Видео – это быстрый формат, который можно посмотреть на ходу. Но у печатной книги есть своя магия. Ее можно подарить, перечитать, оставить на полке. А если повезет, когда-нибудь она станет учебником. Это и была наша цель – сделать нормальный и понятный учебник для тех, кто хочет разобраться. Мы начали этот проект в конце прошлого года, и поначалу думали, что справимся за 4 месяца. У нас уже был опыт работы над книгами. «История новой России», «100 советов мэру», а еще когда-то мы перевели на русский язык и издали 4 книги по урбанистике. Но довольно быстро стало ясно, что эта книга потребует совсем другого объема работы. В итоге работа заняла 7 месяцев. Над ней трудилась команда из 21 человека. Историки, редакторы, художники, фактчекеры.
Мы пересмотрели сотни архивных фотографий, чтобы каждая деталь на иллюстрациях была точной, от формы касок до размеров люка на ранних версиях Т-34. Как и в нашем сериале, здесь нет пропаганды и чьих-то политических позиций, даже наших. Мы просто рассказываем, как все было, опираясь на исторический консенсус. И в 2025 году такая книга особенно важна, потому что в современной России лозунг «никогда больше» давно сменили на «можем повторить». Тема Второй мировой превратилась в священную корову, окруженную запретами и статьями Уголовного кодекса. Любая книга или фильм о войне сегодня должны укладываться в установленные пропагандой рамки. Нельзя показывать даже исторические фотографии со свастикой. Нельзя обсуждать ошибки советского командования или неудобные факты. За это можно получить уголовное дело. А мы сделали книгу без цензуры, на русском языке, красивую и классную, без цензуры. Первый том рассказывает о причинах войны и ее первых годах. От Версальского договора и мирового кризиса до захвата Польши, падения Франции и обороны Великобритании, ну и начала войны на Восточном фронте, начало Великой Отечественной. Сейчас открыт предзаказ на первый том. Доставка по России и всему миру начнется предположительно в сентябре. Книгу можно предзаказать сейчас за 42 евро. Спонсоры, которые поддержали нас на раннем этапе с суммой от $100, получат книгу раньше. А еще мы планируем второй том. Как только соберем хотя бы треть бюджета, начнем работу. Там будет не меньше сложных тем, и мы хотим сделать ее также качественно. Вы можете поддержать нас любой суммой. Если вы пожертвуете $100, мы пришлем вам книгу из первого тиража, а за пожертвование в $1000 добавим ваше имя в список благодарностей в конце первого тома и пришлем экземпляр с моим автографом. Если вы хотите сами разобраться, как все началось, и показать эту историю своим детям или друзьям, без пропаганды, без лозунгов, просто понятно и честно, заказывайте книгу. Продолжаем. На самом деле, невероятный взлет неофициального импорта автомобилей – это байка такая о том, что Россия успешно переживает санкции. Вот прям как она есть. Государство, развязав войну, сделало жизнь людей хуже и дороже. В частности, лишило их цивилизованного авторынка. При этом власти пальцем о палец не ударили, чтобы хоть как-то компенсировать последствия своих действий гражданам. Зато предприниматели и потребители, не ожидая милостей от государства, нашли, где покупать, как привозить, перепрошивать и обслуживать, откуда доставать оригинальные запчасти. То же касается и остальной экономики. Когда мы говорим, что Россия успешно перестроила цепочки поставок и сбыта, смогла сохранить производство, когда говорим, что полки забиты товарами, что нет даже намека на потребительский дефицит, важно тут правильно понимать, какую сущность мы имеем в виду под словом «Россия». Не Силуанов же с Набиуллиной, и уж тем более не Путин, нашли, купили, перестроились, адаптировались. Все это сделали тысячи предпринимателей, для которых сохранение их бизнеса в условиях сошедшего с ума государства было совершенно не бесплатным. Они потратили деньги, стали менее эффективны, менее конкурентоспособны. Но именно такими индивидуальными усилиями тысяч предприятий и сотен тысяч предпринимателей создавалось впечатление, что для обычного гражданина, по сути, ничего не изменилось. Единственное, на что, в общем, хватило ума российскому государству в первые годы войны, не совать свой нос в низовую экономику. Ну, ввозят себе люди машинки, решают самостоятельно проблему, которую создало им высшее начальство. Кушать не просят, не жалуются. Ну вот что тебе до них? Заплатить льготный утильсбор в 5000 рублей или коммерческий в 1 000 000 рублей для обычного человека, который покупает себе машину на каждый день, это разница, которая меняет все. Большой кусок рынка просто исчезнет. Мало кому упрется покупать машину за 2-3 миллиона, и плюсом к этому еще и комиссии посредника, плюсом к доставке, сверху еще 1 000 000 рублей пошлины отдавать. При этом, с точки зрения государства, это полная херня. Чего там вы этим утильсбором наскребете? Миллиарды рублей или десятки миллиардов в лучшем случае. Какую сумму не придумай, в масштабах расходов федерального бюджета она станет ошибкой округления. Нанесение огромного реального вреда в сочетании с копеечными выгодами свидетельствует об одном. Государство в конкурсе идей по поиску бабла убедило себя, что где-то в экономике деньги на самом деле есть, просто их прячут. То же самое в полной мере относится ко второй теме, которую сначала обсуждали как-то аккуратно. О ней высказывались разве что министр экономики Решетников, да и все. А теперь прорвало просто всех, включая Сергея Собянина. И тема эта – самозанятые. По идее, самозанятые, плательщики налога на профессиональный доход, это идеальные граждане для государства нашего типа. Мало того, что они сами создали себе рабочее место, не претендуют ни на какие бюджетные выплаты,
Так они еще и добровольно засветили себя перед государством и платят ему какую-то копеечку. Предел дохода самозанятого по закону 2,4 миллиона рублей в год. Для типичного самозанятого нет особого выбора – становиться самозанятым или, например, индивидуальным предпринимателем. Потому что ИП – это уже совсем другой масштаб расходов и заморочек. Понятно, что если вы условный репетитор английского языка, вы не будете этим заниматься, не будете открывать ИП. Простота и дешевизна режима самозанятости – не упущенная государством выгода, а единственный способ низовую активность из серой превратить в белую. Учесть и хоть что-то символическое с этого получить. Тем более важно это будет сейчас, для адаптации к новым временам, когда на предприятиях принялись переводить людей на неполный рабочий день и срезать зарплаты. Когда некоторые отрасли, оставшись без бюджетного финансирования, начнут загибаться, самозанятость тогда станет способом наших граждан существовать помимо государства, снова адаптироваться. Но государство, по всей видимости, так не считает. Для него самозанятость не один из тех углов, где люди пытаются заработать себе на жизнь, чтобы государство от них отстало, но где прячутся триллионы неучтенки. Если сначала Решетников говорил, что эксперимент с налогом на профессиональный доход хорошо бы свернуть к 2028 году, то сейчас целый Совет Федерации предлагает правительству рассмотреть сворачивание этого эксперимента аж в 2026. О чем нам говорит такого рода активность? О двух вещах. Во-первых, ситуация с бюджетным дисбалансом действительно видится настолько скверной, что деньги пытаются искать даже там, где их заведомо нет. Чтобы наскрести какие-то гроши, правительство готово не то что жертвовать целыми рынками, но даже редчайшей успешной реформой позднего путинизма, которая вывела большой кусок занятости на свет Божий. Готово обратно в тень загнать людей, которые сами добровольно решили отдать часть своих денег государству, ничего не требуя взамен. Во-вторых, вот такое лихорадочное метание во все стороны. Заставим малый бизнес платить НДС, отменим льготный утильсбор, заставим безработных платить медицинские взносы и сдерем 3 шкуры с самозанятых. Такая активность говорит нам об одном. В практическом плане наступающая рецессия в сочетании с бюджетным кризисом будут ощущаться существенно тяжелее, чем все предыдущие шоки. В предыдущие кризисы, как мы показали на примере того же авторынка, государство выезжало не на том, что оно само по себе особо функциональное, а на том, что не препятствовало частной инициативе, не пыталось наказать и обобрать людей просто за то, что они действуют в предлагаемых обстоятельствах. Именно эта совокупность частных усилий всякий раз позволяла ситуацию стабилизировать. Сейчас же государство явно собирается вести себя иначе. Оно собирается любой ценой любых потерь, искать деньги не чтобы экономику в целом стабилизировать, а чтобы федеральный бюджет обратно сшить, чтобы тянуть войну, тянуть поддержку ВПК, тянуть выплату процентов по облигациям. Если все предыдущие периоды российское государство кризисы переживало и пересиживало, не помогало, но и не мешало экономике прийти в норму, было игроком в целом безучастным, то теперь стало игроком с интересом, причем интересом вредительским. Государство не может просто ждать и откладывать планы до лучших времен. Ему нужно получить деньги здесь и сейчас, чтобы сжечь их здесь и сейчас в войне, безотносительно цены, которую за это заплатит экономика и граждане. До завтра.